Может ли песня быть самым честным признанием, невысказанным словами? Может ли тон и лирика хранить секрет, который был понят только двумя сердцами, понимающими друг друга в тишине? Мир кей-поп был снова потрясен этим удивительным вопросом после того, как Тэйон, один из участников BTS, известный своей таинственностью и глубиной эмоций, предположительно написал особую песню не для кого-то, а для Чонгука. Шаг, который не только удивил, но и оставил большой знак вопроса в сердцах миллионов фанатов по всему миру. Что на самом деле означает эта песня? Когда тысячи огней мобильных телефонов загорелись посреди концерта BTS в Сеуле, атмосфера внезапно затихла. Тэйон стоял в центре сцены, только с гитарой в руке. Его лицо было спокойным, но глаза полны смысла. Без вступления он начал петь новую песню, которую никто раньше не слышал. Его голос мягко дрожал, затрагивая самые глубокие слои эмоций аудитории. Никто не знает название песни, но когда зазвучал второй куплет с текстом «Твои глаза были светом, когда я заблудился», аудитория начала смотреть друг на друга, шептать, а затем медленно что-то понимать. Это необычная песня. Она кажется личной, слишком личной. И среди аудитории камера запечатлела внезапно опущенное выражение лица Чонгука, который прикусил губы, прежде чем проронить слезу. Было ли это совпадением? Или песня предназначалась ему? В течение нескольких секунд интернет загорелся. Хэштеги Тэйюконг и Форт Джангкук возглавили мировые тренды. Армии по всему миру искали переводы, скрытые смыслы и даже анализировали каждую строку текста песни, как будто взламывали секретный код. Многие полагали, что песня — это не просто произведение, а эмоциональное сообщение, которое Тэйон передал Чонгуку, фразу, которую невозможно передать напрямую. Один корейский музыкальный критик, Хан Сумин, даже назвал песню звуковой поэмой о дружбе, потере и любви, скрытой за огнями сцены. Он написал в своей статье в K-Music Review: «В этой песне есть почти болезненная честность. Каждая нота звучит как диалог между двумя душами, которые знают друг друга глубже, чем может выразить мир». Но за красотой есть и другая сторона, которая делает атмосферу более напряженной. Некоторые фанаты начали спрашивать, что на самом деле произошло между Тэйоном и Чонгуком. Это просто художественное выражение или за этим стоит большая история? Вскоре после выступления кадры показали, как Тэйон идет к Чонгуку за кулисами. Камера запечатлела момент, когда двое безмолвно смотрят друг на друга. Чонгук похлопал Тэйона по плечу, затем притянул его в короткое объятие. На заднем плане слышен тихий голос Тэйона: «Ты знаешь, для кого эта песня». Эта фраза заставила весь фэндом затаить дыхание. Один из сотрудников, работавших за кулисами, даже сообщил в эксклюзивном интервью Seoul Daily Entertainment. Они оба долго сидели после концерта. Он не сказал многого, просто молча улыбнулся. Но атмосфера была очень эмоциональной, как будто они только что передали друг другу что-то важное. Что сделало этот момент настолько эмоциональным, что армии по всему миру проливали слезы? Может быть, потому что отношения между Тэйоном и Чонгуком всегда были загадкой, которая никогда не раскрывалась по-настоящему. Известно, что они близки, но также часто держат дистанцию перед камерой. Они подразнивают друг друга, но также смотрят на друг друга с глубиной, которую трудно объяснить. Теперь, когда песня внезапно появилась без объяснения, все это кажется кусочками головоломки, которые наконец начинают собираться. Некоторые фанаты даже начали прослеживать следы песни. Известно, что Тэйон провел несколько ночей в студии HYBE за последние 2 недели в одиночку, без компании основного продюсера BTS. Он отказался от интервью и предпочел хранить молчание. Во влоге, внесенном несколькими днями ранее, он сказал: «Я написал что-то о ком-то, кто заставил меня увидеть мир по-другому». Эта фраза теперь кажется подсказкой, которая была проигнорирована. Не останавливаясь на достигнутом, тексты песни еще больше усиливают спекуляции. Одна из строк гласит: «Даже когда толпа угасает, я все еще слышу твой голос в тишине». Фраза, которая слишком специфична, чтобы считать ее просто вымыслом. Многие приписали ее к трудным временам, с которыми столкнулся Чонгук в своей ранней карьере, когда только Тэйон всегда был рядом с ним. Однако, как это обычно бывает, не все стороны видят в этом чисто сентиментальный момент. Некоторые пользователи сети сочли муж Тэйона слишком больным и слишком личным, чтобы раскрывать его публично. «Эта песня прекрасна, но стоит ли того, чтобы делать ее такой личной?» — написал пользователь на корейском форуме. «Это Тэйон. Он пишет сердцем, а не расчетом, защищали другие». Через несколько дней после выступления Чонгук публиковал короткое сообщение на платформе Weverse. Иногда самые красивые слова — это те, которые не говорятся вслух. Никаких имен ни контекста,
Но ARMY знали, что он отвечает на песню. Тысячи комментариев хлынули потоком. «Мы знаем, Чонгук, мы знаем, что это для тебя». Для наблюдателей за внутренними отношениями BTS это не первый раз, когда химия между двумя из них привлекает внимание общественности. С момента дебюта их взаимодействия всегда выглядели по-другому. Не просто коллеги, а как два человека, которые понимают мир друг друга, не говоря многого. Но теперь песня подчеркивает то, что было лишь предположением. Источник внутри HYBE, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что песня изначально не планировалась к выпуску. Тэйон написал ее только как форму эмоциональной терапии. Но после того, как Чонгук услышал ее, он попросил, чтобы песня была исполнена на концерте. Он сказал: «Эту песню должен услышать мир». Это описание еще больше добавляет эмоциональное измерение этой истории. Плакал ли Чонгук, потому что был тронут, или потому что песня хранила столь глубокие воспоминания между ними? Никто не знает наверняка, но одно ясно. Этот момент стал незабываемой частью истории BTS. Некоторые музыкальные аналитики называют это явление доказательством того, что BTS превзошли пределы обычных бойс-бендов. Они не только поют о всеобщей любви, но и намекают на отношения между участниками с честностью, редко встречающейся в индустрии развлечений. В мире, полном медийных образов и контроля, такая песня кажется честным признанием, уязвимым, человечным и реальным. Но среди всей этой красоты есть и горькая сторона, которая сопровождает ее. Некоторые фанаты были напуганы. Будет ли не такая откровенность неверно истолкована публикой? Станет ли близость Тэйона и Чонгука снова мишенью для необоснованных слухов? Сам Тэйон в интервью некоторое время назад сказал: «Люди часто забывают, что за кулисами мы всего лишь люди. У нас есть страх, у нас есть сострадание, и иногда мы выражаем это способами, которые другие не понимают». Теперь это заявление кажется ранним предупреждением. На международных форумах фанаты начали писать длинные эссе, обсуждая символическое значение песни. Некоторые назвали это открытым письмом от Тэйона к Чонгуку. Некоторые считают, что это дань их дружбе, которая прошла через темное время вместе. Но другие убеждены, что это нечто большее, чем просто дружба. После концерта Тэйон не сразу дал заявление. Он опубликовал фотографию в Instagram в черно-белом цвете, показывающую 2 чашки кофе на студийном столе, с простой надписью «Спасибо, что слушаешь». Фотография стала новой иконой среди ARMY, символом единения, который не нужно объяснять. Тем временем Чонгук появился на короткой прямой трансляции несколько дней спустя. Он выглядел расслабленным, но его глаза все еще казались красными. Фанатка спросила: «Тебе нравится песня, которую поет Тэйон?» Чонгук слегка улыбнулся, затем ответил: «Это было прекрасно, и это напомнило мне о чем-то, что я не могу сказать». Эта фраза вновь вызвала эмоциональную бурю в киберпространстве. Теперь все взгляды прикованы к следующему шагу. Будет ли песня официально выпущена, или она будет просто исключительным воспоминанием между ними двумя? HYBE еще не выпустила официального заявления, но ходят слухи, что песня будет включена в делюксовый альбом Тэйона с примечанием, посвященным кому-то особенному. Если это так, то мир снова приготовится к еще одной эмоциональной буре. Потому что для ARMY эта песня не просто музыка, это была история 2 сердец, которые выросли вместе, падали, поднимались и оставались внутри друг друга посреди слишком ярких огней сцены. Действительно ли песня была написана для Чонгука? Или это просто отражение всеобщих чувств потери и благодарности? На этот вопрос, возможно, никогда не будет дан официальный ответ. Но для миллионов людей, которые слышали это в ту ночь, ответ был очевиден. Виденный в взгляде Чонгука, слышанный в треле голоса Тэйона и ощущенный в тишине, которая окутала весь стадион после окончания песни. Тишина, которая говорит громче 1000 слов. И в этом, возможно, кроется истинная красота музыки Тэйона. Ни в словах, ни в мелодии, а в смелости сказать что-то наиболее честно, не объясняя этого. В мире, который занят угадыванием смыслов, он решил позволить тишине быть ответом. Песня родилась, и как каждый шедевр, она оставила неизгладимый след, особенно в сердце Чонгука. ARMY знали, что хотя мир, возможно, никогда не услышит объяснения ни от одного, ни от другого, песня всегда будет символом чего-то, что они только двое по-настоящему понимали. Историю, которая началась с ноты, закончилась слезами, и будет помниться всегда как один из самых эмоциональных моментов в истории BTS. Но история не останавливается на этой сцене. То, что происходит после окончания песни, на самом деле самая тихая, самая значимая и самая трудная глава для тех, кто не знает глубины отношений Тэйона и Чонгука. Той ночью, после окончания концерта и медленного утихания криков аудитории, камера за кулисами подчеркнула другую атмосферу. Участники BTS покинули сцену один за другим, да остались только двое – Тэйон и Чонгук. Больше нет прожекторов, больше нет криков, только звук шагов и тяжелое дыхание. На коротком видео, просочившемся в социальные сети, Чонгук сидит на краю сцены, пустым взглядом смотрит на теперь уже темные сиденья.
Тэйон подходит к нему, берет белую куртку и накидывает ее на плечо Чонгука, ничего не говоря. Небольшой жест, но полный смысла. Затем Чонгук вернул голову, посмотрел на него глазами, которые выглядят еще влажными, затем медленно кивнул. Не произнесенных предложений, но для тех, кто понял, их молчание в ту ночь было гораздо громче слов. Внутренний источник, который был на месте, сообщил диспатч после окончания концерта. Тэйон ни с кем не разговаривал несколько часов. Он просто сидел в студии звукозаписи, глядя на экран компьютера, отображающий звуковые волны песни. Чонгук приходит позже, и они вдвоем просто переслушивают песню без других голосов в комнате. Иногда Чонгук закрывает глаза, иногда Тэйон смотрит вниз, диалога не было, но их присутствия было достаточно, чтобы воздух оказался тяжелым. Источник продолжил: «Я не знаю, каковы их отношения на самом деле, но в ту ночь это похоже было на то, как видеть двух людей, которые только что разделили что-то слишком глубокое, чтобы объяснить. И именно здесь весь мир начал понимать, что, возможно, песни не о любви в строгом смысле, не о романтике или сплетнях, о которых принято спекулировать. Песни об эмоциональной связи двух людей, которые выросли вместе в мире, который никогда не давал им места, чтобы быть хрупкими, о том, как одна душа может стать якорем для другой посреди бури популярности, давления и требований, которые продолжают безжалостно обрушиваться». Армии по всему миру начали отправлять сообщения в социальные сети с одной простой фразой: «Спасибо за то, что чувствуете». Они не требовали объяснений, они не настаивали на ответах. Они знали только, что той ночью BTS, особенно Тэйон и Чонгук, показали свою самую человечную сторону. Через несколько дней Тэйон появился в короткой прямой трансляции на Weverse. Он был в сером свитере, без макияжа, со слегка хриплым голосом. Тысячи комментариев приходили за секунды. Все спрашивали о песне. Но Тэйон только слегка улыбнулся и сказал: «Я написал эту песню, когда почувствовал, что есть много вещей, которые я не могу сказать напрямую. Песня была не только об одном человеке, но о ком-то, кто заставил меня понять, что значит присутствовать в чьей-то жизни». Он остановился на мгновение и посмотрел в камеру. «И я надеюсь, что у вас тоже есть кто-то такой». Эти слова довели тысячи фанатов до слез. Не потому, что они точно знают, кто имеется в виду, а потому, что они чувствуют честность за этой фразой. Тэйон не играл. Он говорил как человек, который однажды потерял свой путь и, наконец, нашел свет в чьей-то фигуре. Некоторые фанаты заметили, что во время трансляции на запястье Тэйона появился маленький черный браслет. Тот самый браслет, который Чонгук носил несколько недель назад. Небольшая деталь на первый взгляд, но для дотошных фанатов это кажется символом нерушимой связи между ними двумя. СМИ начали спекулировать. Rolling Stone Корея написала статью под названием «Песня, которая заставила замолчать миллионы. Эмоциональный гений Ким Тэйона». В статье журналист Ли Хиван написал: «Эта песня не просто музыкальное произведение, а проявление человеческих отношений, которые выходят за рамки определения. Это форма эмоционального общения между двумя личностями, которые прошли через годы крайнего стресса, но все еще способны делиться теплом в форме искусства». Но не все отреагировали тепло. Некоторые обвинили песню в преднамеренном сенсационализме. Комментаторы на форуме назвали это маркетинговой стратегией, которая использует эмоции фанатов. Это обвинение было немедленно опровергнуто рядом музыкальных продюсеров, которые работали с Тэйоном. Один из них, продюсер Пак Джем, сказал: «Я видел, как Тэйон пишет песни. Он пишет сердцем, а не стратегией. Если он плачет во время написания, это не драма, это реальность». Тем временем Чонгук хранил молчание. Он никогда не подтверждал, не отрицал, ничего. Но его действия говорили громче слов. На следующем концерте в Токио, когда наступила очередь Тэйона снова петь песню, Чонгук стоял за кулисами и молча смотрел на него. После окончания песни Чонгук побежал к сцене, спонтанно обнимая Тэйона. Аудитория истерически аплодировала. Но оба оставались молчаливыми, только похлопывая друг друга по спине, долго, тепло и искренне. Клип стал вирусным менее чем за час. Международные СМИ начали освещать это, от Billboard до BBC Entertainment. Появились заголовки новостей. Эмоциональная связь Тэйона и Чонгука заставляет фанатов плакать. Песня, которая сблизила BTS больше, чем когда-либо. И даже невысказанные слова, нерушимые узы. Хайп наконец-то выпустила короткое официальное заявление.
Песня – это личное произведение Тэйона, которое описывает его эмоциональное путешествие как артиста. Мы надеемся, что общественность сможет наслаждаться ею как произведением искусства, не переинтерпретируя его. Но именно из-за последнего предложения общественность интерпретирует все больше и больше за всей этой суетой. Есть одна вещь, которую нельзя отрицать. Песня изменила то, как мир видит BTS. Уже не только как мирового рекордсмена, но и как людей, чьи раны, тепло и честность так реальны для армии. Эта песня не только о Тайоне и Чонгуке. Она о каждом отношении, которое когда-либо проверялось временем, расстоянием и недопониманием. О человеке, который остается светом, даже когда гаснут все остальные огни. О смелости выразить чувства, не боясь быть неправильно понятым. Через месяц после концертанского инцидента Тэйон наконец-то официально выпустил песню на потоковых платформах под названием «Для тебя, когда никто не смотрел». Короткое описание под песней гласило просто: «Это песня для того, кто остался». Не было имен, не было разъяснений, но все знали, кто имеется в виду, как только песня была выпущена. Невероятные отклики пришли со всего мира. В течение 24 часов песня возглавила глобальный чарт iTunes в 60 странах. Его лирическое видео на YouTube просмотрено 30 миллионов раз в день. И комментарии полны эмоциональных строк. «Я плакал, слушая это. Эта песня исцелила что-то внутри меня, и я думаю, что я знаю, для кого это». В то время Чонгук написал на своем аккаунте Weverse только одну короткую фразу: «Некоторым песням не нужно имя». Фраза мгновенно стала виральной цитатой по всем платформам. Вскоре после этого в интервью японскому журналу интервьюер спросил у Чонгука: «Вы знали, что эта песня была для вас?» Чонгук просто улыбнулся и ответил: «Я думаю, что некоторые вещи красивее, если они не озвучены». Ответ прост, но захватывает, потому что именно в этой тишине вся их история находит смысл. И среди всей спекуляций, анализа и дебатов, которые последовали, было одно, что никогда не менялось – искреннее чувство между ними. Тэйон и Чонгук не всегда близки все время, иногда они отдаляются, иногда они спорят, но в конце концов они всегда возвращаются, ища друг друга. Песня, по моему мнению, является символом этого долгого пути двух людей, учащихся любить, не имея необходимости обладать, сказал старый друг BTS Harper's Bazaar Корея. А теперь, спустя месяцы после этого момента, песня остается важной частью истории BTS. Многие фанаты называют ее песней, которая остановила время. Песней, которая оставила мир безмолвным на мгновение и заставила понять, что за всеми аплодисментами и блеском стоят два человека, которые осмелились открыть свои сердца перед миром. Может быть, поэтому эта песня так трогательна, потому что в ней есть что-то большее, чем просто отношения Тэйона и Чонгука. Есть отражение каждого человека, который когда-то хотел что-то сказать, но не знал как. О значимом смолчании и о любви в ее чистейшей форме, не требующей, не принуждающей, просто существующей. Теперь, каждый раз, когда песня играется, ARMY знают, что слышат не просто музыку, а открытые фрагменты души. Они знают, что за каждой нотой стоит чувство, которое когда-то было настолько глубоко, что его нельзя было произнести. Они знают, что даже если мир продолжает двигаться, этот момент всегда будет вечным. И, пожалуй, это конец истории, не с ответами, а с пониманием. Что иногда любовь и благодарность не нуждаются в признании. Просто одна песня, один взгляд, одно объятие, и мир понимает все. Когда свет сцены погас и крики аудитории исчезли, осталось только одно. Два человека, сидящие рядом, в тишине, понимающие друг друга без слов. Это реальная история за песней, которая оставила мир безмолвным. Песней, которая родилась из сердца, выросла из раны и теперь живет вечно в памяти миллионов людей, которые когда-то верили, что музыка может исцелить все. И, может быть, для Тэйона и Чонгука именно так они говорят друг другу: «Я понимаю».